1859 году в далекой Австралии на горизонте новой жизни возникла судьбоносная встреча с прошлым. Томас Остин, британский эмигрант, который стал успешным овцеводом, наслаждался плодами своего труда, величественным особняком, лошадьми для верховой езды и обширным поместьем площадью в 11 тысяч гектаров. Однако среди роскоши и комфорта ему по-прежнему не хватало одного — истинной атмосферы родины. Далеко от зеленых холмов Англии он чувствовал, что именно этот элемент был недостающей частью его новой жизни. Томас хотел вновь пережить те моменты, что напоминали бы ему о его детстве, о свадьбах в деревне и о долгих прогулках по изумрудным полям. Понимая, что он не сможет просто так вернуть родные пейзажи, Остин задумался о другом решении. Он попросил своего племянника привезти из Англии несколько милых существ, которые бы вдохнули жизнь в его поместье. «Привези немного дроздов, куропаток и пару дюжин европейских кроликов», писал он в своем письме. «Убежден, что охота на них станет отличным занятием на выходные. Кроме того, присутствие этих кроликов не повредит стране», добавил он с легкой иронией, даже не представляя, к каким масштабам привести это легкомысленное решение. Каждое слово Томаса, произнесенное с надеждой и беззаботностью, высекло искру на неизведанной земле. Вскоре Остин получил своих кроликов. Эти симпатичные создания, задуманные как простое развлечение, начали свое завоевание континента. Пусть будет одним или двумя кроликами, поддержанию экосистемы оно бы не навредило, думал Остин. Однако он даже не догадывался, что решал судьбу жизни в Австралии на десятилетия вперед. За короткие десятилетия кругом этого второго пришествия. Одного лишь взгляда на статистику было достаточно, чтобы понять, в какую колонию попали невинные создания. Уже через 10 лет на континенте насчитывалось такое количество кроликов, что каждый выходной день охотника оборачивался охотой на сотни тушек. Поток выгнанных из своих нор кроликов стал настолько обширным, что он вызывал волнение у здешних жителей. Конечно, никакой одной охоты уже недостаточно было, чтобы охватить количество таких непрошенных гостей. По данным тогдашних отчетов, 2 миллиона кроликов справлялись с легкостью перед производственными неразберихами охоты и без особых усилий увеличивали свою численность. В 1920 году, когда экспорт этих вредителей, казалось, достиг пика, Австралия стала непреднамеренным домом для более чем 10 миллиардов европейских кроликов. Это позволяло им располагаться с плотностью до 3000 особей на квадратный километр, что стало настоящим угрозой окружающей среде. Местные виды стали недостаточно противостоять этому напору. Печальный сценарий, в котором другой популярный вид, эму, начал страдать из-за этого незваного вторжения, наблюдался по всей стране. С каждым годом все больше отчаявшиеся фермеры стали писать письма в правительство, прося помощи в борьбе с нашествием, которое, казалось, не имело конца. Кролики, на первый взгляд, могли показаться невинными и милашами с вздернутыми носиками, однако, как оказалось, они превратились в настоящие машины для уничтожения. Столкнувшись с нехваткой пищи, они были готовы поедать буквально все, что попадалось на их путь, включая собственные какашки. В этом была их особенность. На самом деле, они без лишних усилий могли адаптироваться к своей среде обитания и переживать даже в самых неблагоприятных условиях. Их подземные норы, представлявшие собой сложные структуры, были полны жизни, иерархий и, возможно, своих собственных кроличьих драм. И все же, несмотря на семейные сложности, у кроликов была одна способность, способствующая их экспансии. Они были заведомо неподвластны океаническим и горным преградам. В конце последнего ледникового периода все кролики мира питались на Пиренейском полуострове и нескольких районах Франции и Северной Африки. Эти хитрые создания начали расширять свои горизонты. Древние римляне, полюбившие кроликов за их нежное мясо, привозили парочку особей в Италию, а викинги, в свою очередь, захватывали их, отправляясь покорить новые земли.
Во время колонизационного периода британцы, обретя вкус к новым горизонтам, перенесли кроликов с собой, чтобы обеспечить свои растущие колонии пищей во время морских экспедиций. Оказываясь на каждом новом континенте, кролики рассеивались по всему миру и теперь существуют на всех континентах, кроме Антарктиды. Такой забавный на вид, этот вид стал настоящей катастрофой для экосистем, в которой они обитают. Отправляясь в глубокие террариумы своей подземной жизни, кролики разоряли все на своем пути, поглощая пастбища и посевы, что, несомненно, внедрялось в неблагополучие ферм и дробило сельское хозяйство. Их агрессивный и быстрый репродуктивный успех придавал уверенности владельцам ферм, видя когда-то цветущие поля, накрытыми серо-желтым покрывалом, состоящими из этих безумных отростков. Измученные фермеры искали способы борьбы с нашествием, понимая, что все больше остается за гранью контроля. Спустя годы борьбы правительство начало вводить ограничения и налоги на переведение кроликов в другие регионы, присоединившись к действиям по возвращению их на их родину. Но, увы, как эта война ступала в новое тысячелетие, основа проблем оставалась прежней. Так продолжается борьба между человеком и кроликом, с настойчивостью, которая невольно сводит на нет все усилия по контролю популяции. Ужасное и безобидное, кролик стал символом не только разрушения природных ресурсов, но и бездействия или некомпетентности со стороны властей. Эта симбиотическая связь между человеком и кроликом подтверждала, что инвазии и ведение войны с природой – это никогда не простое решение. Размышляя над историей Томаса Остина и его кроликов, можно задуматься о том, как наивное желание вернуть штрих своего детства может привести к масштабной катастрофе. Кролик – это всего лишь кролик. Многие подумают, что в нем такого ужасного? Однако за простотой этого утверждения скрывается ответ на более сложные вопросы. Насколько мы ответственны за свои поступки и помним ли мы о том, как мы влияем на мир вокруг? Эта захватывающая история об Остине и его драгоценной запраже кроликов подчеркивает немалую истину. Наши часто легковесные решения могут иметь результаты, которые будут мучить нас на многие поколения вперед. Тогда как Томас Остин надеялся только на радость и атмосферу своего детства, его действия привели к величайшему экологическому испытанию, которое затронуло всех, от отдельных фермеров до крупных правительственных организаций, которые стремятся вернуть порядок на их земли. В истории этой драмы с кроликами мы видим, что не каждый наш выбор оказывается простым или безобидным. И хотя Томас Остин не предполагал, что его драгоценная запража будет иметь такие глобальные последствия, мы можем извлечь урок из его истории. Возможность вернуть свою жизнь к прежней форме кажется простым решением, но оно может иметь далеко идущие последствия. В конечном итоге, эта история кроликов в Австралии говорит нам, что каждый наш выбор имеет значение. И мы должны помнить, что наша ответственность перед будущим и перед окружающей средой – это нечто, чем мы должны заниматься каждый день, каждый час и каждый момент.